Криптоэнтузиастики, ну что у нас? Что у нас тут на рыночке творится? Давайте-ка мы посмотрим, что наша скамовозочка здесь делает. Ну, я был немножко в отдалении, можно так сказать. Отсутствовал, в отсутствии был. И что у нас? Очередной дамп. Ну, блин, этот рынок просто уже начинает выматывать. Так, я вижу, что у нас тут активность на канале минимальная. И я вижу, что если будет минимальная активность, то, наверное, нужно будет закидывать YouTube канал и больше ничего не писать. Потому как, ну, блин, капец. Ну, что такое? Подписчики не идут, ничего не идет. Вообще, нету никаких просмотров. Если даже посмотреть на последнее видео, контент... И у нас здесь 289 просмотров. Что это такое? 6000 подписчиков на канале, 289 просмотров. Для кого я стараюсь, мазафакина, блин? Для кого я стараюсь? Давайте сделаем шикарный вид. Нам нужна поддержка. Лайк, подписка, комментарий. Поделились этим видео с своими друзьями-криптоэнтузиастиками, чтобы там что-то натыкали, нашмыкали, блин, а какие-то там комменты понаписывали. Что это такое? Где наша активность? Божечки, давай манипулятор на миксы. Что это такое? Красные пузырьки он тут построил, блин. Ну, это просто трэш. Биток минус 2,3%. Ну, как говорится, сентябрь, он всегда такой гомняный, просто такой гомнище, которое плавает по морскому побережью. И что же мы посмотрим? Мы посмотрим на этот... Короче говоря, сентябрь, а он всегда, ну так, если посмотреть эфириум, 3%, вернее, третий квартал 73% он нам дал, биточек, сентябрь 1%, слабовато, август месяц 6% минус. О боже мой, что это за бычка? Эфириум минус 2% в сентябре. Август 18%. Вообще-то в сентябре в эфириуму средний минус 5. Октябрь плюс 4. Ноябрь плюс 7. За всю историю было. Но вообще-то октябрь так более-менее восстановление типа, ну самое максимальное ноябрь дает. Но я в эту статистику уже не верю, потому как этот рынок не поддается уже никакому анализу. У нас капитализация 3 триллиона 709. Боже мой, вообще даже никто сюда бабки не несет в этот рынок. Просто высасывают с пальца все подряд. Но я думаю, что на данный момент у нас уже биток, наверное, будет завершать все-таки коррекцию. Потому как, ну, уже ниже некуда. Если мы, конечно же, будем ниже падать, то там разве что только уходим на медвежку. Но медвежка или не медвежка мы с вами увидим только спустя, ну, как минимум полгода. Январь-февраль. А что если посмотреть на биточек, что в сентябре творилось, допустим, 2-3 сентября, была более-менее нормальная ситуация. Но сейчас мы видим то, что сдувают. Сдувают. Казалось бы, да, вот, допустим... Завтра пятница, мы закрываемся все-таки выше, чем 12500, и это было бы хорошо, но нет. Но нет, присутствует у нас продавец на рынке, 12500 они не дают, сдувают они эту всю свечу, нам нужна манипуляция какая-то. Потому как присутствует продавец, и они начинают дуть. Дуют, и они, наверное, все-таки сдуют так, что, по всей видимости, у нас здесь будет, наверное, отскок дохлой кошки. И на отскоке дохлой кошки мы будем выходить с вами. Вот. Казалось бы, да, перевернутая голова и плечи. Вот здесь вот она присутствует. Вот так формируется у нас голова. Может быть, даже такое, что еще и плечо сформирует. Вот у нас перевернутое плечо, голова пошла. Может, они здесь будут формировать плечо. И потом to the moon. Вот. Может быть, такой вот результат у нас произойдет. До 15-17 сентября как раз мы туда дотянем. Сформируем здесь плечо и дальше to the moon. Если этого не произойдет, мы опускаемся ниже все-таки и падаем. Падаем очень, конечно же, глубоко и уходим на медвежку. Тут у нас на данный момент мы видим то, что глобально пробили все-таки мы трендовую линию, пошли на ретест, и здесь
по всей видимости, по биточку у нас. Нам нужен здесь разворот. По всей видимости, с текущих будут формировать разворот. Можно рассмотреть какой-то краткосрочный лонг. Ну, хотя бы забрать цель, допустим, 111 500. Ну, как минимум, я думаю, что 111 500 можно, конечно, было бы по биточку забрать. В принципе, вот так вот. Что у нас там Liberty Finance? Это скамовозка. Меня выбила по стопу, блин. Скамовозка гребаная. Я ее хотел шартануть. Они здесь памп устроили на этом Liberty Finance. Ну, стоп побрила. Как говорится, фичи на дистанции только сливают депозит. Ничего больше на них не заработаешь. Где этот Liberty Finance? Давайте посмотрим, что у нас там творится на этом Liberty Finance. 18.43. Ну, мазафакина, блин, ну капец, выбила стоп. На 19 был стоп. Вот собака дыка. Короче, будут они это все дело сдувать. Капитализация 5 ярдов есть. Я вам никому не рекомендую покупать этот актив. Укатают его. Укатают знатно. И желательно его вообще не покупать с текущих. Да, выбила, блядь. Блядь, мать твою. Короче, заставляет меня ругаться. Ну это просто трэш, а? Ну ты смотри, а? Ну просто вот так вот пришло туда, куда я поставил стоп. Так, перезайдем. Будем искать точку входа хорошую. Сейчас уже он откатывает даже. Лутка. Так, дальше. Что у нас по эфириуму? Давайте посмотрим эфириум. Эфириум вообще показывает слабость. Ну, 4300. Ну, это просто трэш. Опять начинают они мурыжить все это дело. Здесь у нас что произошло? Здесь у нас 22 августа был памп. Красивый был памп. 22 августа это у нас была пятница вроде бы. Да, пятница. 22 августа была пятница. Вот этот у нас был красивейший памп. На этом всем закончилось. Откатили в то значение, откуда начался памп. Откуда начался памп, мы туда, в принципе, и откатили. Доминация эфириума собрала бабки с рынка. Тут у нас присутствует трендовая. Мы на данный момент подошли к этой трендовой линии. И будет ли пробитие или нет, но выглядит вообще-то очень плохо. Выглядит здесь как будто бы голова и плечи. Не перевернутая голова и плечи. По эфириуму вот так вот. Плечо, голова. Формируем еще одно плечо и опускаемся вниз на 3700. В принципе, вот так вот. Выглядит как голова и плечи. Но этого нам не хочется увидеть, потому как мы хотим увидеть to the moon. А to the moon у нас, наверное, будет, потому как мы здесь, ну, треугольником здесь не назовешь никак, потому как у нас здесь повышающийся максимум. Выбили шортистов. Сейчас, наверное, будут подбривать лонгистов. Можем даже на 3300 сходить. Я думаю, что могут они сходить на 3300. Растянут они это все дело. Может быть такое, что до конца сентября. Здесь бы побрили лонгистов бы. Даже сходить бы где-то на 3900. Тоже было бы неплохо. Тут у нас все-таки есть ликвидации. Мы можем посмотреть карту ликвидаций. Ну, рынок говняный, сразу вам скажу. Такого не было даже в прошлом цикле. В прошлом цикле, если мы стояли, то мы стояли примерно 900 дней. Сейчас мы уже стоим 1400 дней. И это не очень хорошо. Что у нас по биткоину? Давайте-ка мы посмотрим. Ну, там за месяц, может, посмотрим, что у нас тут по биточку. Просто просится на 89. Видно, что огромная ликвидация внизу есть. Лонгистов могут, конечно же, выбрить. Что у нас? Так. Давайте посмотрим историю. Смотрите, это просто трэш. Какое количество было выбрито лонгистов на этой бычке. Это просто трэш. Смотрите, цена биткоина в диапазоне 62 тысячи долларов. Все лонгисты выбриты. Здесь вот цена биткоина в диапазоне 96 тысяч долларов. Какое количество лонгистов было выбрито?
Ну что же это такое, а? Что это за рынок конченый? Ликвидировано большое количество на XRP тоже. Август. Ну это просто трэш. Это просто трэш. Да, за целый год, да. Биткоин, эфириум, давайте посмотрим эфириум. Тоже лонгисты просто выбриты. И шортисты немножко побриты, и лонгисты вообще. Вот это вот самое сентябрь 21 год, большое количество было побрито лонгистов. Это просто трэш. Я просто в шоке. Solana. Лонгисты опять, это просто капец. Что не открою, все время выбриты какие-то. XRP давайте посмотрим. Тоже большое количество. Ну тут в принципе мало кто лонговал XRP. Он постоянно в боковике стоял. Ну это просто трэш. Ну что это за рынок? Одни лонгисты страдают. Я не знаю, конечно. Я не знаю, как это тут что. Блин, просто капец. На суе, смотрите, лонгисты, все зеленое. Я не знаю, осталось еще немного, ну, буквально тут, ну сколько там, Stock to Flow у меня не работает уже. Некоторые говорят, что нужно VPN подключить. Но осталось буквально тут досидеть до октября, ноября, ну, все, дальше тут ожидать нечего. Я не верю в никакие там супер-пупер циклы, там 26-й год, еще какую-то чухню там несут. Я в это вообще не верю. Что это за рынок? Просто рынок говнища самого натурального. Вот, доминация у нас падает. На месяце, давайте-ка посмотрим. Месяц, сентябрь, растет домка. На дневке, ну, вот так вот мы что-то типа здесь так. 22 августа доминация упала сильно. Офигеть. Вроде бы как сейчас это было, помню. На 4-часовике не очень хорошо выглядит. Острое дно, закругленное дно. Просто-напросто такое ощущение, что будут формировать здесь разворот. Клин нисходящий пробили, верхнюю часть отретестили. Я думаю, что здесь будет, наверное, все-таки, ну, блин, какой-то плавный разворот. Ну, как плавный? Локальный небольшой разворот, и мы можем даже, ну, я знаю, сходить, ну, вот сюда на 59,7. Может быть такое. Это может произойти в сентябре. Неопределенно, конечно, здесь все. Давайте посмотрим сигналы. Что наши сигналы нам говорят? Индикаторы. Они просто бычьи, медвежьи. Целая крипто-солянка. Так. На крупном таймфрейме. Так. Май. Короче, убрать. Нету у нас здесь, был сигнал на покупку, на продажу нету никаких на месячном. Неделька у нас. Был сигнал на продажу 30 июня. Все, больше никаких сигналов не было на недельке. Ни на продажу, ни на покупку. Ничего нету. Дальше дневка. На дневке был сигнал на покупку. Мы его рассматривали. Я тогда говорил, что можно здесь рассматривать какие-то локальные позиции в лонг. Ну, биток просто льют. Все, что у нас выросло, все сдули. Дамп за дампом. Просто дамп за дампом. 4-часовичок у нас. Ну, так вот, в принципе, выглядит вроде бы как пробили трендовую линию. Сейчас находимся в ретесте. Что хочу сказать. Такое ощущение, что вроде бы как манипулятор просто-напросто распределяет бабки с битка, с эфириума, ну, в ранних инвесторов, такие как институционалы. Просто сбрасывает, и такое ощущение, что будет глобальный такой дамп, что просто мама не горюй на этом рынке.
Роста нет. Многие, конечно, кричат за 200 тысяч долларов. Уже просто они потихоньку начинают обсираться. И прималкивают, что здесь у нас был сигнал на продажу 4 сентября. Сегодня утром. Сегодня я не писал видео. Да, можно было бы здесь бы лонги закрыть бы. У меня там открытый лонг, он был здесь в плюсе. А сейчас бы можно было перезайти. Дальше, что у нас на трехчасовике? Тоже сигнал на продажу. На покупку ничего нету, абсолютно. Ну, тут локальные, так, купил, продал, все. На часе нету на покупку ничего. На трехчасовике нету на покупку ничего. Такое ощущение, что еще дальше будем продолжать сюда падать вниз. Куда-то вот сюда, где-то там на диапазон 103. Нам желательно этот блок удержать. Говорили за какой-то там гэп, шмэп. Давайте посмотрим, что там по поводу этого гэпа. Уже просто-напросто эти гэпы, шмэпы, там от них не холодно, не жарко, конечно же, от этих гэпов. Так, гэпы. Здесь нету на месяце никаких гэпов. Давайте мы уберем фибо, почистим график. Нету никаких здесь гэпов, шмэпов. На недельке. Да, есть вроде бы как гэп, но на недельке он с фитилем. Это вроде бы как и гэп, но он не гэп. С фитилем вот этим вот. На дневке. На дневке, но здесь нету гэпа. Кто бы там не хотел бы, гэпа здесь нету. Вот ты хоть обосрись, но гэпа нету. У нас гэп есть вот здесь вот, на 91. Вот здесь вот есть гэпчик. Тут был, его перекрыли вот здесь. Вот все, здесь был, здесь тоже его перекрыли. Все. На недельке вроде бы как виднеется гэп, но это не гэп, это не догэп. Здесь фитилем он закрыт. Вот. Нету никаких гэпов, так что можно просто обосраться. Так. Ну, вот, допустим, на двухчасовике уже здесь виднеется какой-то гэп. Вот, 14, 17. Это у нас что было? 22 августа. Блин, вот это была манипуляция. Офигеть. Ну, посмотрим, мало ли, может уже здесь действительно у нас тут. Тут у нас что? 8 августа гэп. Да, присутствует. Обосрался я. Сразу вам скажу, обосрался я, потому как нужно было сразу двухчасовик включить. И здесь у нас есть такой себе недогэп. Но он просто виднеется на двухчасовике. Давайте посмотрим на часовике. Тоже здесь есть на часовике гэп. А на 4-часовике его нету. Хотя 4-часовик намного... Нет, есть. Есть на 4-часовике. А что такое? Ну, может, сходим туда. Но мне не нравится то, что у нас неделя закрывается плохо. Можем уйти ниже. По MACD. Вообще полностью слабость полная. Дивер медвежий. Это еще мы не опускались ниже свечей. Если мы опустимся сюда, это будет вообще трэш твориться. На этом гребаном рынке. Ну, как вот здесь вот было, да? Вот мы опустились ниже свечей. Здесь вообще такие проливы были жесткие просто. О, я не могу просто с этого всего. На 4-часовике. Но тут что-то. Тут тоже ничто, тут просто ни о чем. Здесь даже разворотом не попахивает никаким. Да, гэп есть. Будем наблюдать. Может, в сентябре его закроют. Отскок сделают. А может даже, что и этот гэп поставили для отскока дохлой кошки. Тоже может быть такой вариант. Потому как мы можем, конечно же, мы с вами разбирали то, что мы можем уйти на 170 в нормальном случае. Если мы не уходим на 170, то только через отскок дохлой кошки. Здесь вот отскок дохлой кошки и вниз. На отскоке дохлой кошки вот здесь вот нужно будет покинуть рынок. Если у нас будет продолжение тренда, то мы будем покидать вот здесь вот рынок. Вот. Это самый позитивный сценарий. Но здесь нам нужен приток капитала в рынок. А мы его не видим. Мы его не видим. Разлоки, шмандоки. Что там только не происходит на этом рынке. Больше ничего нету. Только разлоки и больше ничего интересного. Дальше. Только, блядь, 24 год какие-то тапалки были там.
тестнеты что-то там крутили, дропы, шмопы, блин. Там ноткоин выходил, хамстер комбат. Сейчас вообще, ну, просто трэш. Что за рынок, блин? Фонда летит, все растет у нас. Здесь вообще тупо ничего не растет. Доу Джонс, смотрите, блин. Пошел на перехай. Доу Джонс, ёшкин кот. На недельке. Это топ не самые мощные эти, блин. Это не самая топовая фонда. Вторсырье, и то пошло на перехай. NASDAQ вообще тоже пошло на перехай все. Офигеть, блин. 22 год, вот 25 год. NASDAQ на перехай пошел. Волатильность у нас минимальная. Здесь было максимально апрель 25 года. Что здесь было за волатильность, я не знаю. Ну вот, в принципе, я думаю, что мы подойдем. Вот где-то вот здесь вот начнут они качать что-то. Я вообще-то думал, с августа начнут качать. Но я думаю, что может, ну, октябрь, пускай, вот осень 25 года и дальше вниз. Надежда есть. Это у нас август 24 года. Это просто капец. DXY 98. DXY, биток вообще оторвался от DXY. Тут уже все, нечего дальше анализировать там. Я думаю, что в сентябре будет у нас еще дамп хороший. Это просто трэш. Здесь формирует клин. Будет пробитие по DXY вверх. Если мы посмотрим, здесь они формируют клин. Это не очень хорошо. Да блин, задолбал этот компьютер. Или это компьютер или что. Ну, короче. Здесь клин. Как говорится, клин будет вверх выходить. Вот. Пролива здесь не произошло. На 92 мы не опустились. Доллар начинает набирать обороты потихоньку. Доллар начинает набирать обороты. Посмотрим. Здесь уже есть сигнал. Красная метка. Ох-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо. Пошла зеленка. Пошла зеленка. Зеленка это говорит нам о том, что здесь все будет лонгово. На MACD. Зеленочка, зеленка. О, 24 год. На недельке как все выглядит? Все. Доллар начинает набирать обороты. Мы здесь видим уже бычья такая вот собирается дивергенция быть. Почему бычья дивергенция? Смотрите. Январь 23 год, да? Повышаются свечи у нас вот эти вот. Здесь уже доллар начинает потихоньку набирать обороты. Нужно, короче говоря, срочно откупать бакс, менять... А ну-ка, сейчас я посмотрю. Нужно срочно, короче говоря, национальную валюту менять на бакс. Что у нас тут получается? Сделать моментальный обмен. Так. Смотрим. Да. Да-да. Ого. Да, просто трэш. Ну да. Короче, нужно срочно накапливать стейблы доллара, потому как здесь уже бычья дивергенция на DXY. Я думаю, что ронять они бакс не будут, как в 2008 году. Ну, блин, какой бакс ронять, блин? Национальную валюту они будут ронять, потому как баксу ни хрена не было, вообще ни к чему он не ронялся. А вот национальную валюту они будут ронять. И мы уже вот-вот подходим к этим моментам знаменательным, блин. Видно здесь уже, смотрите, уже вот на MACD уже здесь заворачивается это все. Потихоньку будем уходить на бычку. Ну вот похожая ситуация, да, 21 год. Да? Но здесь тоже какой-то определенный период времени они подтянули. Там октябрь 20, 21 год. Вот, и пошла жара. Первый сигнал, вот получается, у нас уже зеленка пошла.
Вот у нас тоже был первый сигнал на красных вот этих вот свечах, смотрите. Зеленка. Январь 21 год, да? Но здесь у нас еще бакс ослабевал и бычка продолжалась. Май 21 мы увидели пик бычьего рынка. Я думаю, что здесь будет полная развязка событий. Где-то до декабря нужно покинуть эту скомовозку. И это однозначно! И это однозначно. Нужно покинуть скомовозку. Ибо все. И здесь вот у нас уже пошла зеленка. Здесь тоже пошла зеленка. Дальше тут еще чуть-чуть ослабевали. Но уже здесь были первые намеки тоже, что у нас ёшкин кот. Если на недельке, если мы на дневке посмотрим, как у нас было в 2021 году, да? 23 год, смотрите. 20 год, 21 год. Все, дивергенция здесь была бычья. Где? Вот он. Вот, бычья дивергенция, смотрите. Бычья дивергенция. Здесь аналогичную ситуацию начинают рисовать нам. Если мы даже возьмем там январь 23 год, то вот здесь вот видно уже есть два вот таких вот горбика. Еще нужен третий. Вот третий будет, здесь какой-то пролив сюда вот. И дальше пошло вверх. Как только появится этот третий горбик, а вот у нас, смотрите, июнь 21 год, то уже нужно будет точно покидать этот скам. Вот июнь 21 год, это был пик бычьего рынка 21 год по крипте. Третий горбик тоже может быть пик бычьего рынка. Так что очень нужно здесь быть внимательным. Да, бакс у нас, конечно же, офигеть. Просто офигеть. Как же хорошо, какой я красавчик, что я это заметил. А ну быстренько лайки, комментарии, подписки. Что это такое? Где актив? Где актив? Давай актив. Поделись этим видео со своим криптоэнтузиастиком. Тоже. Дружбаном, криптоэнтузиастиком. Короче, ребятки. Бакс у ключевых истоков. Или здесь мы действительно скамимся, летим тартарары, как это было в 2008 году. Но нужно не забывать о том, что бакс он и в Африке, бакс он не, ну, относительно золота может подешеветь. А национальная валюта, да, нужно срочно здесь накапливать доллар. Вот кошка не горюй, я вам говорю, что будет бакс, блин, 55-65 гривен за доллар по любасу. Да, DXY, конечно же, здесь жестко будет всех лупашить просто. Ну, треугольник, будет здесь выход, наверное, вот так вот сюда. У нас был один ложный выход сюда на соточку. И я думаю, что здесь будет пробитие соточки, если мы только уйдем вот на 101. Вот я ставил метку. Мы с первого раза сюда не ушли. Если мы только уйдем на 101 сюда, все, тут уже, ну, все. Это однозначно. Дальше только туземун по доллару. В принципе, вот так вот. Что еще интересного? Давайте посмотрим хэшрибанс. Хэшрибанс нам нужно на битке посмотреть. Самое важное, это хэшрибанс. Так. Здесь нет никаких сигналов на покупку. Посмотрим хэшрибанс. Вообще просто нет даже капитуляции, блин. Что это такое? Что это за мазафакина, блин? На месяце. Ну, зеленая точка присутствует. Июль. Все, тут, в принципе, больше ничего такого не было. МАКДИ вообще просто перегретость. Ё-моё, на месяце, смотрите, биток перегретость. Еще не было глубокой, короче говоря, коррекции у нас на битке. Вот у нас уже МАКДИ уже 63 тысячи пунктов. Ну уже все, биток просто выдохся. Альт-сезона нет, очень плохо. Биток выдохся, альт-сезона нету. Короче, будем мы с голыми штанами. Еще плюс доллар будет расти. Дальше. Неделька. Пошли продажи первые. Красная, да? Блин, я офигею просто. Я офигею. Ну куда ты? Ну куда ты, а? Уже пошли продажи. Красная пошла точка. Все. Скоро будут оранжевые точки на трусах. Но я надеюсь, что у нас будет здесь обманка.
Я надеюсь, что у нас здесь будет обманка, как это было вот в сентябре 2021 года, да? Ну что же они не дали альтсезон, а? Собака ДК. Ай, блин, капец. Так, на дневке. На дневке выглядит все вот так вот. Продажи, блин, ну это просто трэш. Сейчас пока что лонговых нет сигналов. Локальных лонговых сигналов нету. Здесь такая медвежья дивергенция просто вырисовывается. Смотрите, какой здесь у нас дивер. Да? Офигеть просто. На 4-часовике. Блин, опять продажи. Это просто трэш. На часе. Короче, я вам тут показываю секретные материалы. Наверное, скоро тут начнут, короче, блогеры, которые у меня черпают на канале информацию. Потом дальше он тоже будут это показывать. Они зачастую это все делают. Я, кстати, самый первый блогер на пространствах СНГ, который выпускаю видео каждый день утром. Потом они смотрят мои видосы и начинают у себя на огромных каналах с аудиторией 50 тысяч подписчиков рассказывать то, что я рассказываю. Но здесь уже что-то на часе, вроде бы как... Что-то уже вроде бы как завершается коррекция. Но подобная ситуация, как было вот здесь, вот, да? 29 августа. Вот. Слабовато. Здесь еще слабовато, конечно же. Ну, биток слаб. Биток слаб и хэш-рибанс. Хэш-рибанс. Нам интересный хэш-рибанс. А он, смотрите, ну вообще просто ничего не показывает. Это просто трэш. Такого не было на истории, смотрите, ё-моё, на часе просто не было. Офигеть, январь 25 год. Здесь была волатильность, просто волатильность. Зеленая, серая линия, смотрите, есть волатильность. А сейчас что у нас творится? Просто ровная полоса. Что за хрень? Где иксы, манипулятор, где бычка? Что ты тут творишь вообще? Смотрите, просто трэш, ровная полоса. Что у нас было здесь на истории? Да не было такого вообще никогда. А ну-ка 21 год, если дойдет сюда. Покачите свою подписку. Я не хочу качать свою подписку. Задолбала уже просто. Вот, идет ровная полоса на хэш-рибансе. Это просто трэш какой-то. Блин, что такое, блин? Индикаторы ломаются или что? Вот смотрите, на истории никогда не было такого, чтобы хэш-рибанс показывал просто ровную полосу. Была постоянно какая-то волна. Были какие-то волатильность. Волатильность была. Здесь нету единого такого раза, чтобы не было. Чтобы была просто ровная полоса. 18-й год, смотрите. Постоянно идет волатильность. Постоянно волатильность. Здесь индикаторы просто переплелись. Они и бычьи, и медвежьи. Целая криптосолянка, блин. Здесь тоже идет волатильность. Вот зеленая, серая линия. Волатильность. 20-й год. Вот мы подходим к пику бычки, да? 20-й год. 20-й год. 20-й год. Декабрь 20-го года. 21 март, да? Смотрите, волатильность. Вверх-вниз. Здесь у нас май, капитуляция идет. Зеленые синие линии показывают волатильность. Здесь у нас произошла капитуляция летняя. И осень. Тоже здесь есть некая волатильность. Декабрь 21 год. Есть волатильность. А сейчас, если посмотреть, вот сейчас вот. 22 год. Что это такое вообще? 24 год. И смотрите, что сейчас нам показывают эти скользяшки. Май 25 год. Что это такое? Что это за ровные две полосы? Это просто трэш какой-то. Рынок просто сломался. Просто сломался рынок. Ну, с августа, ну... Блин.
Да, я просто в шоке. Дамп, шмамп, дамп. Сколько эти дампы еще будут продолжаться? Суи 3.26, лайткоин 110, тон 3, ё-моё. До 3.75. Это цены, блин, августа 23 года. Байтбит 41 вообще. Бля, 17. Я офигею. Ох, ударила, блин, этом Liberty Finance. Ну, такой шикарный шорт был. Да. Поиск. Ну а? Вот собака такая. Биток. Давай расти, биточек наш. Родненький. Блин, ну это просто капец, а. Просто досадно. Пока мне списал этот видос. Ну ага. Ну шо ты, блин, а? Ты смотри, какой фитиль оставила, а. Я хотел ее 125-м плечом, блин, шартануть эту собаку. 3 15-минутные свечи. 19.46, 17.40. Ну, здесь, в принципе, что? Дальше сюда лезть лучше не лезть. Так. Иена. Ну, тут что у нас? Если даже посмотреть по активам, ну, просто коррекция идет. Монетка М. $1.36. Ну, так себе. Мы ее наблюдали, эту монету, кстати. Снесла шортистов тоже. $3 сентября. 2 миллиарда долларов капа. Инвестиции. Да, в принципе, вот так вот. На битке опять доминация растет. Но это просто трэш. За час, пока я писал видос, начинает расти домка. В принципе, вот такой вот у нас рынок. Пока что неопределенка. Что касательно доминации, мы с вами рассматривали то, что мы задержимся. Вот здесь вот. Мы здесь, в принципе, 58 и задержались. Нету здесь никаких у нас медвежьих таких флагов. Нету ничего. Есть... А ну-ка, давайте посмотрим. Натянем сову на глобус. Тут у нас есть касание. Не, ну в принципе так, но это не похоже на медвежий флаг. Немножко он такой ровный. Но все равно есть канал боковой. Посмотрим в этом боковом канале, может быть вниз дадут они что-то. Нехорошо все выглядит. Не очень хорошо выглядит, потому как нету притока капитала. И летом было видно то, что вроде бы как доминация, капитализация потихоньку росла рынка, но разлоки размазали все это дело. Капа выросла рынка. Цены на активы находятся даже не 24 года лета. Очень большое количество активов на рынке появилось, и просто-напросто все это дело размазали. Но посмотрим, может быть такое, что действительно будет вливание бабла в этот рынок. Если не будет в крипту, ничего не будут вливать, мы, конечно же, с вами развернемся на медвежку. На отскоке дохлой кошки нужно будет выпрыгнуть, даже если есть минуса, нужно будет выпрыгивать по-любому. Ну и рынок этот просто умрет. Он просто умрет. Закончится у людей бабло, они просто разочаруются в этом всем, потому как он будет как вялое гомно, не будет здесь никаких пампов, они просто сюда не будут деньги нести и все.
Обожглись один раз, слили капитал, вот как нам на фьючах там слили, все, больше туда никто не заходит. Ну, кто-то заходит, там, трейдеры-лудоманы, которые там привыкли лудоманить постоянно. Но на дистанции ты не заработаешь. Вот так вот. Так же самое здесь. На спот никто ничего не будет покупать, ну разве что там заради какого-то стейкинга или еще что-то. Ну, мы по факту не видим эйфории. Эйфории не было. Да, там был у нас памп в марте 2024 года, в декабре, но это не то совсем. Это совсем не то. Без притока капитала он не будет существовать, этот рынок. Потихоньку там будут разлоки какие-то сливаться, это будет все в стакан, там лудоманов будут иногда выбривать, лонгистов тоже будут выбривать, потому как прикормили, что здесь пампы. Потом все разочаруются, и капитализация рынка просто-напросто уже все сдуется и все. Нам нужен приток капитала. Манипулятор, конечно же, он вообще охренел, я вам сразу скажу, он конкретно охренел, выбрил всех лонгистов, на истории это видно. Спот просто-напросто ни о чем, ничего хорошего не показал. Если что, это если ты делал какие-то там супер там напряжения своих задних булочек там или сфинтера своего, сильно ты напрягал, когда свои булочки, то да, ты там, допустим, перекинул минусовую альту в биток перелил потом в эфир, и на эфире ты забрал 3 икса. Это такие самые минимальные действия, которые ты мог бы сделать. Но эти действия никто не делал, кроме самого манипулятора. И если в этом цикле манипулятор не покажет никаких движений, то ну просто-напросто сюда уже бабки никто не понесет, в том числе и я. Я приму убытки, выйду с этого рынка и буду каждое видео снимать, говорить, что это скам. Ой, блин. Палец чуть ли не поломал об стол. И буду говорить, что это скам. В принципе, вот так. Но вообще нужно ожидать. Нужно ожидать. Вот сентябрь, он такой себе ни о чем по истории. А там посмотрим октябрь. Может, завтра мы проснемся и будет у нас туземон. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Криптоэнтузиастики, давайте поддержим канал, потому как активность падает. Это не очень хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.